Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Алекс Титанов, посвященном который посвящен активному образу жизни. Сегодня у нас будет велотурчик, но не простой, а я замахнулся на велотур протяженностью 1573 километра. На секундочку, он начинается в Ростоке и заканчивается в Мюнхене, в Баварии, и идет через всю Германию. Не знаю, правда, почему 1573, когда вся Германия 1000, ну, в самом ее длинном участке 1100 максимально, но, видимо, велосипедный тур там получается побольше. Да, подробности я расскажу по дороге. Поэтому не переключайте, не выключайте. Смотрите обязательно до конца. Это важно. Вот так вот я уже забил в комоте этот велотур. Вот так вот это выглядит через всю Германию. 1500. Без очков не вижу. Было, по-моему, 1573 километра. Ну что, погнали? Из стратегических запасов у меня, значит, набор Дед Мороза. Раз. Потом, что у меня еще? Так, пытаюсь настроить навигацию в комоте. — 1583 километра. И что-то у меня еще было. Еще вот такой мишка шоколадный. Собственно говоря, это все стратегические запасы углеводов. Бутылка воды. Я еще раздумываю взять остаток бутылки воды на минералки в сумку. Запихнуть, сейчас посмотрим, или улезет. Порешал организационные вопросы. Еду. Разумеется, не до самого Мюнхена. Задача, цель такая. Это такие, как бы это сказать, популярные велотуры, руты по-немецки. В общем, блять, надо подумать. Не придумал я более подходящего названия. Это такие велотуры. Тормоз. Как бы европейского. Там вся Европа, вот взять карту Европы, и вся Европа исчерчена такими вот уже готовыми велотурами. И их там штук 12, которые простираются от самого северного побережья Европы, самого мыса этого Нордкап, до куда-то там за Средиземное море, там куда-то там Испания, Португалия, в общем, все страны. Хочешь ехать через всю Европу, хочешь ехать только через свою страну, там все страны европейские. Блин, сегодня праздник, народу везде невозможно. Я без колокольчика ехать мука. Надо как-то отсюда свернуть. Вот как вот мне вот ехать? И я взял велотур D2 называется, D2, который проходит через всю Германию от Ростока до Мюнхена.
Вообще вся Германия, она там 1100 километров в длину. Ну, велотур там мне выдал 1583 километра. Я хочу разбить его на кусочки и по кусочкам съесть эту лягушку. Не знаю, почему лягушку, скорее торт. И старт там находится в городе Росток. До старта от моего дома 27 километров. Значит, я сейчас поеду на этот старт, доеду. И оттуда еще, насколько смогу, продвинусь по этому пути Д2 в сторону Мюнхена. Сохраню координаты, докуда я доехал. И потом в следующий раз стартану уже с этих координат и дальше. И так буду ехать, ездить, пока не проеду весь этот велотур. Все эти 1600, считай, километров. Добираться до этого пункта, на котором я закончу свое путешествие. Разумеется, я буду в следующий раз на машине. В идеале было бы, чтобы я ехал. Потом Ира приезжала, меня забирала. Но через всю страну она тоже не будет ездить. Это для нее слишком. По автобанам она очень редко ездит, то под моим присмотром. Вот такой вот план, друзья. Так что я еду сейчас на старт в Росток. И оттуда уже стартану. Просто мой велотур этот весь будет на 27 километров больше в общей сложности. Что еще вам рассказать? Значит, я загрузил этот трек в комод. Ну, комод — это такая шляпа. Я вообще ничего здесь не вижу. Даже в очках. В общем, проблема остается. Я сейчас как до Ростока ехать-то я знаю, разумеется. А там я, наверное, просто посмотрю направление. Не знаю, в гугле задам. Или как? Не знаю, блин, но это катастрофа. Этот комод, это руки просто поотрывать. Кто его создал? Ну, то есть я скачал этот GPX формат, там, трек этот весь. Велотрек, вот это скорее не велотур, а велотрек. И я не знаю, как этот файл загрузить в Google. Получается, в комод он на ура заходит, как родненький. А в Google, если вообще такая возможность, ну, эти вот красненькая, синенькая пунктирная линия, едва заметная, я вообще не вижу. Катастрофа. Взял сегодня часы, но я не нашел эту функцию, как подсоединить комод с часами. Сейчас, может, где-то остановлюсь и еще раз посмотрю. Хотя бы на часах смотреть направо-налево. В общем, такой план. Еду. Получается, из неразрешенных организационных вопросов остается подключение часов к комоту, трек, открытие трека в каком-либо другом навигаторе, потому что комод полная хуйня. Не знаю, как все те, кто его хвалят и рекламируют, как они по нему ездят. Уже не первая моя попытка. Это же отстой какой-то. Второй вопрос остается открытым. Третий звоночек. Без звонка ездить мука. У нас здесь очень много туристов. Это какой-то стресс постоянный. Вот эти три вопроса завтра с утра буду их решать. Есть еще четвертый открытый организационный вопрос. Салют, друзья! Сегодня пару слов расскажу, как я для себя, по крайней мере, разобрался, как делать превьюшки к себе на свои видео в YouTube делать превьюшки, так чтобы это была какая-то интересная картинка и с моим лицом. Ну, чтобы персонаж на этой превьюшке у него было мое лицо. Значит, я хотел это все делать полностью в фокусе, в нейронке, но как-то полностью у меня не получилось. Пришлось еще одну добавлять стороннюю нейронку. Итак, сейчас покажу сам процесс, как я это делаю. Пока, по крайней мере, как я для себя это решил, эту задачу. Захожу в чат GPT.
создаю промпт. Вот, последний промпт, который я делал. Вот подробный промпт для создания. Да. Напиши подробный промпт для фокуса, чтобы получилась картинка, на которой я и все окружение похоже на викинга и время викингов, но я верхом на гревел велосипеде. То есть написал абсолютно коряво, но чат GPT красавчик, он понимает все на свете, без слов. Вот он выдал на английском языке промпт. Затем я пошел в фокус, забил этот промпт и нагенерил вот таких вот викингов на велосипедах. Всяких разных, я тут все уже перепробовал. Вот так, чтобы мое лицо было в фокусе на этих велосипедах. И чтобы я был викингом, нифига у меня не получилось. Он это лицо все равно так или иначе как-то изменяет, и там не опознаешь себя в этих викингах. Но викингов он нагенерил, будь здоров. Я вам сейчас покажу парочку. Вот, например, вот эти викинги, это ваш покорный слуга. Где? Превью. Блин, я уже не помню, куда я их сложу. Вот. Да, так я давайте расскажу, как я все-таки решил эту проблему. Потом я, значит, поискал, погуглил, посмотрел на ютубе видео, как с лицом этим быть. И там посоветовали воспользоваться. Это не то. Где это? Вот этой вот нейронкой называется Фейсваппер. Сюда вставляешь свою фотографию, к примеру, фотки. Вот, к примеру, сейчас покажу вам свою какую-то фотку. У меня еще проблема такая, у меня нету фоток вот именно чтобы вот лица. Какая-то катастрофа, это всегда какой-то или боком, или далеко, короче. Вот такие какие-то я нашел, не очень хорошего качества. В идеале, конечно, чтобы это были хорошее качество фотографии с лицом, с хорошим светом. Затем сюда мы вставляем одного из нагенерированных викингов, например. Вот он на велосипеде. И погнали. Сейчас вот он сопоставляет. Причем эта нейронка, она как-то обучается. И такой момент, что что я вскормил свои фотки со своим лицом изначальные, потом он везде вставляет это лицо, мне так показалось. То есть, было у тебя какое-то грустно недовольное лицо, то потом все такие, получаются, викинги недовольные. Вот как в данном случае. Как по мне, так у меня лицо, серьезное. Викинги какие-то получаются строго, серьезно, грустные, печальные. Да, это, наверное, мой арт. Так, что у нас получилось? Скачался? Нет? Вот он. Викинг, например, с моим лицом. Да, это я. Вот он и бороду, и усы, и все на свете. Да, вот это мое лицо. Как не грустно это признавать, конечно, могу быть повеселее и добродушнее. Это я. Вот, друзья, вот таким вот образом я решил эту проблему. Это я вам рассказал один из шагов, которые я предпринял в рамках обучения пользования нейросетями. Следующий шаг я хочу, чтобы вскармливать, освоить, чтобы нейронки вскармливать фокусы в данном случае, в моем случае, какое-то пятно непонятное, какой-то набросок, и чтобы из этого что-то генерировалось интересное. Так, я сейчас вам покажу по бырику, что я нагенерировал. Вот это вот. Ребятки, вот, смотрите, с моим лицом. Вот. Блин, и причем
так интересно, он смотрит в разные стороны. То есть он не просто его, как мне там говорят, а это можно в фотошопе. Нет, он просто это лицо, он подгоняет идеально. Он еще мимику какую-то там. То есть он туда смотрит, я туда смотрю. Хотя на фотографии изначально я туда не смотрел. То такой взгляд, то сякой. Пожалуйста. Вот тут вот одна и та же фотография, две мимики. Он недовольно злой, угрюмый. Цак. Вот. А вот эти викинги, которых я нагенерил. Вот они в фокусе. Тоже вам сейчас по берегу покажу. Мы туда заберем. Вот он фокус. Вот эта папка Puts. И вот вчерашние мои викинги. Вот это вот мои попытки в фокусе генерировать викингов со своим лицом. Вот такую вот хрень он выдает. Вот такое. Вот такое. Либо каких-то левых чуваков абсолютно. То есть, когда я там баловался, игрался с параметрами, чтобы это было на меня похоже, он выдает каких-то, ну там окей, косоглазых, все, но это вообще не я. Это я вчера сегодня генерировал. Вот это вот с этими, я еще не разобрался, с лор там было, там под акварель или что-то. Короче, вообще тоже интересная фишка. Вот это просто генерация викингов на велосипедах. Кстати, пытался я вскормить еще на конкретные модели велосипеда. То есть я хотел, чтобы именно был мой велосипед. Вообще не реагирует фокус на это. К сожалению, он генерит какие хочешь. Вот тут вот вообще он держится за воздух. Генерит какие хочешь велосипеды. В принципе, гравийники, как я задал. Но вот именно модель типа Роза, Бэкрод, FF вообще не реагирует. Вот это вот такое всякую хрень. Я хотел, чтобы он со мной был, чтобы эти викинги были мной или я ими. Вот такое. Вот такое. Вот такой дядька. Непонятно в чем. Вот такой. Типа вот на основе моего лица. Ну это, блин, да. Ну, какой-то красавчик, но явно не я. Класс. Вот это вчерашние мои. Целый день я вчера с этим сидел. Ну, какой-то прогресс есть. Все-таки я сейчас уже нашел, по крайней мере, путь, как можно делать в нейронках как минимум превьюшки для своих видео с картинками, которые ты, ну, как их пожелаешь. То есть фактически ты можешь нагенерить там, что там ты в открытом космосе летаешь на велосипеде, под водой ездишь, там, не знаю, что там еще можно, куда приведет фантазия. И причем огромным подспорьем в этом является чат GPT. Я когда читал все инструкции по промпт-инженерии, я прямо расстраивался, думаю, ну блин, так жонглировать прилагательными я вообще никогда не смогу, блин, такие тексты из прилагательных составлять. У меня просто нету ни начитанности такой, ни фантазии. И что вы думаете? Я понял, что это все люди тоже так делают. Блин, они генерят эти промпты в чате GPT или в других нейронках, не знаю каких. Потому что, ну, это только какой-то поэт может так красочно, я не знаю, человек до того начитанный, так может такие промпты составлять, вот такие вот тирады, там, свет такой-то приглушенный, настроение такое-то, легкая дымка, загадочность. Ну, короче... А чат GPT, ты просто ему говоришь, хочу викингом быть. И он тебе такой промпт создает, там, как эти суровый викинг на велосипеде в средневековье, или когда они там катают, рассекают. Ну, огромные такие промпты. В общем, чат GPT в помощь, и это огромная помощь. И я так понял, все, кто рассказывает, что надо это уметь. И вот посмотрите, я создал вот такие вот промпты, вот шикарные, красивые. Это все, они тоже пользуются этим чатом GPT. Вот такие, друзья, я вчера их, наверное, с трехколесной
Вообще класс. Добрую сотню этих викингов на велосипедах нагенерил. Надеюсь, вот вам мой опыт был интересен в этом плане. Если какие-то вопросы, задавайте в комментариях, спрашивайте, расскажу более подробно все, что знаю. Вот такое. Тут даже вот лицо какое там косоглазое, вообще нам вообще все равно, потому что мы будем туда оставлять свое, поэтому вообще можно не заморачиваться даже. Вот такие. То есть там что-то исправлять вообще нет смысла. Ну, причем настроек это вообще минимальное дело. То есть я никакие там, лоры. Кто там еще эти? Господи. Лоры и что там еще? Модели эти. Какие стандартные то стояли, те я и использовал. Вот тут еще можно играться с стилями, направлениями. Очень. То есть можно эти же фотографии этих викингов делать просто в каких-то немыслимых вообще художественных направлениях. Есть чем заняться, поиграться. Все, друзья, погнали дальше. Просто хотел включить книжку. А так как я не вижу без очков ни хера, я полез за очками, упал телефон. И вот пока все эти процедуры я делал, надел очки, они запотели нахрен, я еще больше ни хера не вижу. Чтобы что-то увидеть, мне их надо протереть. Чем их протереть? Надо найти что-то. Блин, вот как здесь не нервничать, а? Все, включайся, я уже понял. Meine Güte. Очень медленно продвигается мое сегодняшнее путешествие ввиду своей неорганизованности. Перезапустил я телефон, благо сохранились вся запись, и дальше продолжила в Страве и Релайве. Дальше просто продолжилась запись. А комод я отключил нахер, потому что это бесполезнейшая, хрень. Полный отстой. Не перестаю возмущаться этой шляпой. Я включил какой-то Locus Map. Я не знаю, он какой-то полуплатный. У меня бесплатная версия. Непосредственно сколько он стоит оплатить его. Есть там, по-моему, месячная оплата. А это я на такое никогда не подписываюсь. Я готов раз заплатить и навсегда. Но если помесячно, сразу отменяю. И книжку запустил. Какой-то... Что там? Let's Live. Что-то, короче, Крими. В начале пути лучше слушать книжку, пока еще свеж. Еще что понимаешь, чем дальше, тем уже мозг все меньше работает, больше отключается. Я тогда уже включаю музыку. Погнали. Сегодня, походу, не будет ничего. Какой-то дождь мелкий. И я еще не проехал 20 километров. Мокрый насквозь уже. Не знаю, хотя бы до старта доехать. Но даже в этом я что-то уже не уверен. Погода отвратительная. Ману. В общем, сегодня подвиги отменяются. Неподходящая погода. Я весь мокрый насквозь. Проехал километров 20. Просто проеду, чем больше постараюсь проехать, чем позавчера проехал. Позавчера был полтинник. Сейчас проеду 60-70 километров. В общей сложности и хватит. Потому что плохо подготовился я. Навигации нету. Я обычно навигирую по Гуглу. Вот это сохраненный трек в Google я не разобрался, как добавить и можно ли вообще. В комоте я ни хера не вижу, идет дождь, и даже комод я не могу смотреть. Я спрятал в карман. В общем, навигации нету. Перчатки я надел неправильные, они промокли, я замерз. Но еще еду вперед, потому что хочу проехать больше, чем позавчера. К сожалению, увы и ах,
Подготовка желает, оставляет желать лучшего. Сейчас приду и настрою в Check24 в этом Vergleichsportale будильник на велокомпьютер. Я поставлю парочку велокомпьютеров, чтобы он наблюдал и желаемую цену, и когда будет эта желаемая цена, он мне скинет смс-сообщение, что ваш товар подешевел резко, и можете купить. В общем, нужен велокомпьютер для таких путешествий, иначе что-то не получится ничего. Комод говно, Google не пашет, а других вариантов у меня нету. Остается велокомпьютер, обзавестись он им. Но втридорого сейчас бухты-барахты покупать не хочется. Ну, не скажу, что прямо фиаско сегодня. Свои положенные 60-70 километров я проеду. Но хотелось бы уже продвинуться вот по этому веломаршруту в сторону Мюнхена. Сегодня праздник, все гуляют. И они все пугаются, когда я мимо проезжаю, что надо какой-то звоночек все-таки присобачить, иначе, короче, я уже повторяюсь в сотый раз. Это тот, кто не хотел далеко ехать, и все-таки дальше мокрый ехал. Ехал и в Росток приехал. Но больше ехать не буду, обещаю, все. До Ростока и обратно нафиг. Погода ерунда. Плохая погода, плохая, фу. Росток. Алло, Росток. А я сошел с ума. Какая досада. Ла-ла-ла-ла-ла. Ростоки. Алло. Все, погнал я обратно. Ем свою шоколадку и еду грилить и пить пиво, свой ящик пива, который я купил своего этого Beck's Gold. Юпи! Скажите мне, нормальный я человек? Стою, разворачиваю шоколадку и думаю, а не проехать ли еще? А? Что-то я как-то нормально себя чувствую еще. Ой, алло. А все почему? Потому что я упомянул гриль, который меня дома ждет, и пиво, ящик Beck's Gold. Я подумал, блин, что-то я еще недостаточно калорий израсходовал. Всего каких-то 60 километров. Это смешно. Кстати, чтобы не быть многословным, давайте посмотрим. Угу. Пальцы мокрые, телефон не разблокируется. Угу. Угу. — 28 километров. Даже 60 минут, 56. Короче, от дома до Ростока ровно 28 километров. Угу. Ну, скажем так, будем считать, что я до старт-пункта этого большого райза через всю Германию доехал. Просто он там находится возле моря. Я сейчас еще в ту сторону проеду, малеха. Но там какой-то он в странном каком-то месте расположен. Без навигации его фиг найдешь. А точных координат для таких вот, чтобы можно было скопировать и в Google вставить, там нету. По-дурацки все, блин, когда годами привык к Google навигации, больше вообще ничего другого не признаешь, не понимаешь и ником с дукля. Точнее, их кома не вкля. Надо
Тогда 28, тогда еще 2 километра проехать, чтобы ровно 30 было. И ехать обратно. И будет 60. Вот сейчас я приблизительно еду в сторону старта. В общем и целом, в следующий раз я могу взять машину, приехать сюда на машине, в этот старт-пункт, и с него начать, потому что до Ростока я доехал. Там стояло, что до старт-пункта с дома 27 километров, я проехал уже 28, потому что все по чесноку. Правильно? И там бросить машину и поехать соточку. Полтинник туда, полтинник обратно. Ну, по минимуму. Завтра, послезавтра. Кстати, таким макаром получится, что я в Германию проеду туда и обратно. 3000 километров. Прикольно. Так, я посмотрел карту. Получается, что я почти приехал в пункт старта. В пункт старта, вот смотрите, вот я где-то, блин, без очков ни черта не вижу. Я где-то здесь. Мне надо вот сюда приехать. И отсюда стартует. Или? Надо посмотреть еще раз внимательно. А, вот он я. И вот я еду вот сюда. Вот Росток. Я приехал, получается, отсюда. И мне надо вот сюда. Ага, видите, что я вот здесь, а мне надо сюда. И здесь стартует это вот путешествие через всю Германию. Вот оно. Через всю Германию 1600 километров. И раз уже я здесь, блин, уже доеду тогда до старта. Просто эта навигация еще хуже, чем, по-моему, чем Комод. Она вообще ничего не говорит. Она молчит. И просто вот это вот мне показывают карту. Как поэтому люди навигируют, тоже мне подсказали. Я еще дома позанимаюсь, я, конечно, посмотрю. Но что это вообще? Как поэтому вообще можно что-либо навигировать? Вот скажите мне. Google мне в наушнике орет направо, налево. Все подробно. А здесь просто карту показывают. И как хочешь, так и едь. В чем прикол? Кто по этому ездит? Как они ездят? Мне просто после таких людей иногда советуют: да ты что, да вот это вот загрузи, и будет тебе счастье. И ты думаешь, блин, они вообще ездят куда-то по этому? Это же, ну это же просто хуйня, откровенная. Ну или они никогда по Гуглу не ездили. То есть после Гугла это, это какой-то отстой абсолютно. В общем, с этим буду всем дома разбираться. Сейчас вот отсюда сюда мне надо ехать. Блин, это хороших километров 5. Все, погнали. Еду в том направлении, а там посмотрим. Максимально приблизиться к старту. Здесь, кстати, и машину хорошо бросить. Полно бесплатных стоянок. Тут такой вот райончик неблагополучный города Росток. Хотя любой неблагополучный район Германии по сравнению с любым даже благополучным в Одессе, например, выглядит, как будто здесь живут миллионеры. Хотя на самом деле здесь Hartz-IV-Empfängler живут, которые на социале сидят и не работают и бухают целыми днями. Нет, я утрирую, конечно, много здесь и таких. Ну и при каждом таком дворе, тут хрущевки, пятиэтажки, эти еще с ГДРовских времен, есть парковка бесплатная, где можно бросить машину и не париться за нее.
чуть-чуть продвинусь. Тут все еще километров 5 до старта. Ну это как бы... Хотя важно, конечно, с самого старта начать, чтобы было сказать, да, я этот велотур, опять позабывал это название, веломаршрут проехал от А до Я, от начальной точки до конечной. Блин, хорошо здесь прямо, уютно так, площадки такие, чистенько. Хороший район прямо. Прикольно. Явно я здесь прям такие домишки отстроили. Тут уже самый конец Ростока. Ну, с этой стороны этого района. Здесь такие прям шикарные домишки построили. Класс. Здесь квартирку, да. Хотя вида никакого. В общем, лень мне сейчас уже даже что-то высматривать, куда именно ехать на старт. Еще прокачусь, я не могу остановиться. Дождь закончился. А, наверное, вот здесь все. Здесь уже район заканчивается. Сейчас посмотрю, что я там проехал. 32-33. Где старт? Как далеко отсюда? Смотрю, получается, я прямо сейчас на пути. Я выехал на этот штреке. И вот тут еще хороших километров 7, не знаю. По крайней мере, я приехал на путь. Я могу где-то здесь прошу в следующий раз бросить машину, доехать до старта. Вот отсюда до старта и обратно. Ладно, меня так подмывает доехать, конечно, до старта, но мои меня ждут, чтобы грилить. О, 4:30, я сказал, в 5 буду. Ман, еще часа полтора домой ехать. Все, поворачиваю. Погнали. Прикольно. Освещение красное, желтое, синее, зеленое.